Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы прогуляемся по берегу Рижского залива, заглянем в рыбацкую деревеньку, посетим несколько заброшенных рыбзаводов и даже откроем банку консервов, просроченных на 10 лет. Заброшенные рыбзаводы удивили хорошим сохраном и интересными находками. Особенно впечатлила нетронутая химическая лаборатория со светом. Приятного просмотра! Вот и первое место на сегодня. Заброшенный рыбколхоз. Смотрите, это этикетки от консервов. Шпроты в масле. Золото Балтики. Интересно, как давно это все закрыто. В этих зданиях, походу, было производство. А это администрация. Открыто. Смотрите, консервы лежат. Пустые, правда. Шпроты в масле. Сардинки. Скумбрия. Это, наверное, образцы баночек для продукции. Неужели? Ну да, они полные. Сколько же они тут лежат уже лет? Знаете что? Возьму-ка я одну консерву с собой ради интереса. Потом откроем. А это, вероятно, был магазин здесь. О, картина побережья. Вот смотрите, это Рижский залив. Вот здесь Колка, а там уже Балтийское море. Что за документация? Двенадцатый, 11, снова 12, 14, еще 14. Здесь кладовка с документацией
и техникой. Смотрите, это факс. У моего отца такой был. Кассовый аппарат. Очень старый монитор. Компьютер. Еще кассовый аппарат. А это что? Печатная машинка. Наверное. Это все картриджи для принтеров. Вот они в коробках. Нашел тут старые фотки. Рыбацкий корабль, походу. Визитки этой компании Tin Fish. Рабочие процессы. Порт. Вот. Консервы едут по конвейеру, и люди сидят, работают в цеху. Это, вероятно, начальство. Еще судно. И старый автобус. Это жесть. Тут просто все в плесени. Мда. Лет 10 без людей. Явно не меньше. Это лаборатория. Посуда химическая. И консервы 2014 года выпуска, скорее всего. Их тут много. Проверяли состав консервов. Самодельные затычки для пробирок и колб. Запах такой немного неприятный. Ой, сколько пробирок. Столько добра. Ой, фу! Вот оттуда запах идет. Там в ящиках начали гнить эти уже консервы. Жесть. Их просто тут бросили. Это пустые банки. Какой-то прибор. Ой. Откалиброван в 2012. Может, микроскоп? Печка. Смотрите, до 200 градусов нагревалась. Вот.
на сколько минут ее включали, таймер. Кнопка пуск. И снова консервы. Второй этаж еще есть. Пойдем заглянем. Потолок протекает. Ой-ё, как он вздулся. Кухня для рабочих была. Все на месте. Приборы, посуда. Календарь 2014-го. С ума сойти. Кастрюли, тарелки. Все на месте. Посмотрим. Что-то современное уже. Не Рига. Да. Давно здесь никого не было. Даже спальные места были. Туалет. И душевые. Все для рабочих. Все нужное. Вот эти консервы, которые я взял с лаборатории. Смотрите, изготовлены в 14-м, срок годности до 16-го. То есть просрочен на 9 лет. Кушать я их, конечно же, не буду. Но сейчас мы их откроем и посмотрим, что с ними стало. Вот эти шпроты, походу. Ну, знаете, я бы не сказал, что они плохо пахнут или они как-то испортились. По-моему, вполне пригодная и съедобная. В общем, оставлю их тут на берегу. Может быть, чайки найдут, покушают. Вон они там плавают вдалеке. Медузы плавают. Нечастые у нас гости. Сейчас иду в следующую рыбацкую деревеньку. Дорогие зрители, пока мы идем в сторону рыбацкой деревеньки, хочу вам показать новинку от компании Дуги. Это высокопроизводительный и ультрапрочный смартфон Дуги S300 Plus. Ну-ка. Ребята, смотрите. Удар был сильный.
стекло треснуло, защитное, но сам телефон, походу, целый. Ну, чуть-чуть... А, нет. Целый, реально. Офигеть. Но тут чуть-чуть трещинка осталась. Вот, наверху. Но, ребята, это краш-тест в реальных условиях. Он упал на бетон с высоты где-то 2-3 метров. Он реально прочный. Так, в комплекте есть еще одно защитное стекло. Сейчас я его наклею. Не, ну я впечатлен прочностью. Ладно, давайте посмотрим, что тут еще интересного. Тут большой экран Full HD 6,78 дюйма и мощный 8-ядерный процессор. Так что можно спокойно поиграть в любые игры. Камера 200 мегапикселей с 50-кратным зумом. Ну-ка. Вот есть широкоугольная камера. Очень хороший угол обзора. Да и качество на высоте. Ну и зум. Увеличение в 50 раз. Это, блин, не телефон. Это настоящий карманный бинокль. Фронтальная камера тоже хороша. Тут 32 мегапикселя. И вот такое качество. Даже с зумом. И таких фоток и видео можно сделать целую кучу, потому что здесь терабайт памяти и 48 гигабайт оперативки. Но главная фишка — камера ночного видения. Так, сейчас мы попробуем проникнуть в этот бункер и испытаем нашу ночную камеру. Вот эти машины. Одна сгоревшая, другая разбитая. Что тут случилось? Интересно. Жесть. Но это точно было какое-то мощное военное сооружение. Его, похоже, не достроили. Вот, похоже, вход. Вот, ночное видение. Сейчас выключаю свет. Тут как бы полный мрак, но камера все равно что-то видит. Особенно вблизи. Не приходи сюда, тут есть призраки. Кстати,
качество этой ночной камеры 20 мегапикселей. Беги. Не, бункер, конечно, атмосферный. Вот так иду в полной темноте и не боюсь, что могу куда-то провалиться. Полезная очень штука для моих вылазок. Батарейка здесь на 11 тысяч миллиампер. И есть еще одна фишка. Вот эта панель не просто пластик. Тут есть LED-подсветка. Вот, например, кто-то звонит, и здесь горит значок. А вот это сообщение пришло. В общем, дорогие зрители, если вам нужен надежный и прочный смартфон, который не подведет в экстремальных условиях на открытом воздухе, то смело могу порекомендовать вам Doogee S300 Plus. Ссылочка будет в описании. Спасибо за внимание, а мы отправляемся изучать рыбацкую деревеньку. А вот и первая интересность. Если не ошибаюсь, это бывшее здание сельского клуба. Это, смотрите, дно целое, но деревья все равно выросли. А вот, походу, и залаз. Фух. Только что слышал какие-то голоса на улице. Очень надеюсь, что меня не спалили. Ух. Вот он. Зал, где, наверное, проводили деревенские дискотеки. Закулисье. Вот знаете, я уже много бывал в заброшенных деревнях, но в таком клубе я впервые. Ё-моё, так тут дверь была открыта. Тут есть вот такой маяк. Было бы классно на него подняться, осмотреться. О, яблочки. Берем. Фух. Все. Я наверху. Ух. Какой же красивый Рижский залив.
Вот это деревня рыбаков. А там за деревьями виднеется заброшенный рыбный завод. Туда-то мы сегодня и отправимся. Так, это уже территория завода. Опа. Вот и рыбснасти. Что за бочки? Сараи. А основное здание вот то серое. Закрыто. А, вот есть лаз. Буйки. Ого! Смотрите, это все сети для лова рыбы. Целая гора. Веревки. Шестеренка здоровенная. Серьезное было предприятие. Это фильтр топливный. Походу новый. Что за приборы? Манометр. Показывает давление. Он пластмассовый. А я думал, что они надувные. Из резины. Вот эта сеть, как будто даже прям совсем новая. Да, много добра пропадает. Такс, все бы хорошо, но там впереди висит камера. Ё-моё! Смотрите, какой гриб. Вот это моя рука, чтоб вы понимали. Но они явно несъедобные. Снова сети. Там, походу, домик сторожа. Блин.
Сейчас будет неприятный сюрприз, если там кто-то есть. Там календарь за 2019. Не, там уже давно никто не сидит. Что ж, остается теперь найти залаз. Опа! Вижу камеры. Не знаю, рабочие или нет, но лучше не проверять. А вот, походу, и залаз нашелся. Текс, я тут кое-как пролезу. И главное, дальше проход открыт. Фуф. Я внутри. Опа. Птичка мертвая. Бедная. Душевая. Чё за приколы? Не, ну завод-то точно же заброшен. Раздевалки. Одежда чья-то. Обувь. Ну да. Свет есть. Ладно. Надо смотреть датчики. Какие-то корзины или что? Я не пойму. На календаре 2015. 10 лет без людей получается. Шпротовый цех. Оборудование, походу, вывезли. Вещевой склад.
Здоровенная банка, походу для рыбных консервов. Цех консервов и холодильная камера. Смотрите, какая здоровая. Тут что-то типа офисов. Вот этот завод. Раньше он работал. Морская рыба в Латвии. А это, походу, речная рыба. Сом. Такой крупный. Кабинет начальства. Диплом за продукт года 2014. Вот, за продукт шпроты в масле рижское золото. Странно вообще. В 2014 продукт года, а через год, в 2015, завод закрывается. Женские душевые. Туалет. Выход в цех. Потолку поплохело. А это, походу, заводской конвейер. Вот на стульях сидели люди и, походу, работали за конвейером. Прям на меня камера смотрит. Фух, блин. Надеюсь, она не работает. Продолжение производства. Тут, походу, склады, может быть, готовой продукции уже. Это котельная, вот, печь здоровенная. Птички тут живут, походу. Такс. Место печника. 2015. Это что за установка такая? Тут такие лабиринты, что можно заблудиться.
Снова какое-то оборудование, смотрите. Что за баг? Заглянем. Ё-моё! О, смотрите, это же останки животных. Бедные котики или кто это? А как они туда попали? Жесть. Они еще в таких позах лежат. Я вот не знаю, может быть, в этом баке были остатки рыбы, и эти котики сюда залезли ее покушать, а обратно вылезти уже не сумели. Хотя кот прыгает высоко. Странно. Бедняги. Самая страшная смерть, когда медленно умираешь и ничего не можешь поменять. Что за кабинет? Пробирки, колбы. Это, походу, самодельные затычки для колб. Вот такие, как тут. Еще колбы. Тут, наверное, была лаборатория. Вот, химикаты. Такс, глюкоза. Не знаю, что. Тут много всего. Опять пробирки с чем-то внутри. Их там много. Тоже пробирки. Это кухня для работников. Интересно. Нет. Шкаф с посудой и припасами. Чай. Кофе. До 2013-го. Сахар. Стаканы, рюмки. Даже все приборы на месте. Обалдеть. Рижское золото. Крышки от банок со шпротами. Наверное. Следующая комната. О, смотрите, это же
продукция этого завода. Вот. Обжаренная килька. И она там есть. Так. Еще килька. Рижское золото, скумбрия в масле. Филе, сардины. Шпроты. Печень трески. Полезная штука. Сельдь в томатном соусе. Скумбрия. И филе сардины. Вот еще шпроты. Шпроты крупные. Книги по рыбному хозяйству. И учебник неорганической химии. Документы. О, смотрите, какие красивые чашки. Не Рига. Дома посмотрю, что за фабрика такая. Селедочницы. Вот это уже Рига. Так, это тоже Рига. Ух ты! А вот и сама лаборатория. Это что-то типа микроволновки, я так думаю. До 60 градусов. Так, откалиброван в 2015. Обалдеть. Ого! Целый ящик старых ртутных термометров. Сегодня такие уже так просто не достать. А тут они новые в упаковках. Вот это находки, конечно. Не знаю, все ли эти химические реактивы прям безобидные. Или тут есть что-то, так сказать, интересное. Серная кислота. Хм. И она там есть. Вот и интересная находка. Скипидар. Судя по вот этому значку, лучше его не открывать. Квас. Хе. Но это не тот квас. Что за прибор? И весы. Они, по идее, должны быть суперточные. Электронные. Это гири для весов. Вот 500 грамм. Это 200. А вот совсем маленькие. 1, 2, 5. В общем, ладно. Все вам тут показал. Уже просто стемнело. Я боюсь, как бы меня
не застукали с фонариком. Что ж, дорогие зрители, спасибо вам за внимание. Всем счастливо и до скорых встреч!